Я всегда рекомендую начинать эксперименты по укладке кудрявых и волнистых волос с того, что есть у вас дома. Здесь главное экспериментировать, не бояться и набить руку. В этом видео решила сделать подборку укладочных средств для новичков в кудрявом методе, и при этом стоимость стайлингов не будет превышать 10 евро. Меня зовут Анна, это мой канал Кудрявый Космос, где я рассказываю об уходе за волосами и свои рекомендации подкрепляю научными фактами. Наверняка у многих из вас уже возник вопрос, а зачем моим натуральным кудрям стайлинг? Они же и так неплохо вьются. Стайлинги, то есть гели, пенки, муссы, это укладочные средства, которые в первую очередь нужны для фиксации нашей прически в желаемом состоянии. То есть стайлинги из месива волос помогают выделить текстуру и красиво очертить вашу природную форму завитка. Благодаря фиксирующим полимерам, которые содержатся в составе любого стайлинга, укладочные средства позволяют бороться с пушистостью волос. Они придают волосам гладкость, мягкость, блеск или каркасность. Также ряд стайлингов обладает неплохими термозащитными свойствами. Да и в целом стайлинги защищают волосы от внешних повреждений. Именно поэтому стайлинги – это друзья кудрявых волнистых волос, а не их враги. Для того, чтобы у новичков не возникало проблем с распределением стайлинга или с каким-то внутренним ощущением, что на волосах что-то лишнее, я рекомендую начинать со стайлингов легкой или средней фиксации. И первая группа стайлингов – это гели. Главный плюс использования гелей – это их фиксация. Гели на синтетических полимерах обладают более сильной фиксацией, чем другие группы стайлингов. Несмотря на то, что большинство гелей имеют густую концентрацию, они легко распределяются по мокрым волосам мокрыми руками. Хорошая фиксация гелей – это ключ к текстурированным укладкам, ключ к увлажненному виду волос, к блестящему виду волос и ключ к тому, что на следующий день вы также проснетесь с более очерченными кудрями. Примером такого геля на синтетических полимерах, который обладает хорошей фиксацией и будет удобен в работе с кудрявыми волосами даже новичку, это гель Wella Shockwaves Ultra Strong Power Hold. Следующий гель Umberto Giannini, обладает более легкой фиксацией по сравнению с Wella Shockwaves и отлично подойдет сухим волосам, поврежденным волосам, осветленным волосам, то есть всем тем волосам, которые нуждаются в дополнительном, скажем так, увлажнении волос и при этом хотят красиво очертить природный завиток. Если у вас очень кудрявые волосы, вы боретесь с тем, чтобы длина не сильно подпрыгивала после кудрявых укладок, то я также рекомендую вам попробовать гель от Umberto Giannini, потому что он не так сильно съедает длину. Следующая группа укладочных средств – это тоже гели, но это гели на натуральных полимерах, и они называются кастерды. Обычно кастерды содержат в себе много влагоудерживающих компонентов. Они дольше сохнут на волосах, за счет этого они как бы лучше увлажняют волосы, и в результате спираль кудрявая получается более прыгучей и эластичной. Примером такого кастерда до 10 евро является желе от S.I.M. Это легкий кастерд, который одновременно и увлажняет волосы, и дает им блеск, и как бы тактильную гладкость волос, и при этом, что очень важно для кастердов, сохраняет объем. Желе S.I.M. отлично подойдет для тонких волос, в то время как другие кастерды могут утяжелять тонкие волосы. Еще одним доступным кастардом является гель Так и Ходи, но он подойдет уже для более жестких и для более толстых волос, а вот мягкие и тонкие волосы он может утяжелить. Следующая группа стайлингов – это кремы. Кремы можно разделить на моделирующие кремы и кондиционирующие кремы. Сейчас разберем. Моделирующие кремы в первую очередь направлены на фиксацию волос. Кондиционирующие же кремы направлены на то, чтобы кондиционировать волосы в первую очередь, то есть сглаживать кутикулу, делать волосы более мягкими. Они тоже будут собирать волосы в отдельные прядки, очерчивать кудри, но их фиксация стремится к нулю. Однако упругие кудри могут фиксироваться такими кремами. Но чаще кондиционирующие кремы используют просто как подложку под другие виды стайлингов. Под гели, пенки, муссы и даже кастерды. Примером кондиционирующего крема является крем Sacha Pure. Он может
зафиксировать упругие кудри, но в большей степени его лучше использовать как подложку под гели для пористых волос. А вот отличным примером стайлингового моделирующего крема является пенка Маркел. Это один из любимейших мною стайлингов. Никто не знает, почему производитель назвал это средство пенкой. Это самый настоящий моделирующий крем. Он неплохо фиксирует волосы, хорошо сглаживает кутикулу и превращает локоны в такие кукольные кудри. Следующая группа стайлингов, которая отлично подойдет новичку в кудрявом методе, это пенки для волос. Пенка – это такая вспененная водичка. Для образования пены используется помпа, которая смешивает жидкость с воздухом. Благодаря вот этой своей консистенции вспененной водички на выходе пенки получаются очень легкими по текстуре, и с распределением по волосам никаких проблем не возникает. Это идеальнейший стайлинг для тонких волос, потому что пенки в большинстве случаев не утяжеляют волосы. Фиксацию пенок супер легкая, у некоторых пенок практически нет фиксации. Чтобы улучшить фиксацию пенки, как и любого другого стайлинга в принципе, ее можно наносить в несколько слоев на волосы. Примером классной пенки, одной из моих любимых пенок, является пенка от Natura Siberica облепиха. Она заметно добавляет объем волосам, активирует завиток, очень подходит мелким кудрям, либо тем, кто любит, когда их кудри разбиваются на более мелкие пряди. И напоследок я оставила категорию муссы для волос. Почему напоследок? Потому что муссы весьма спорная рекомендация для новичков. По каким-то причинам люди ассоциируют муссы с чем-то липким и с чем-то из, 90-х годов. На самом же деле, когда ты начинаешь пользоваться муссом, ты понимаешь, насколько это классный, простой в использовании стайлинг с предсказуемыми результатами. Я согласна, что до сих пор можно встретить странные муссы с эффектом липкости, но если вы хотите поэкспериментировать, то попробуйте муссы от Wella Shockwaves с зеленой и синей надписью или Wella Deluxe. Муссы особенно подойдут тем, кто любит объемные укладки с небольшим пушком и с менее очерченной текстурой волос по сравнению с тем, которые дают, например, гели или кастерды. Как правильно использовать мусс на кудрявых волосах, чтобы не было липкости, склеенности, вот это вот всего, я показала в этом видео. Как вы видите, выбор укладочных средств для кудрявых волос довольно велик, и до 10 евро можно найти отличные стайлинги для укладки кудрявых и волнистых волос даже в обычном масс-маркете. Единственный совет, который я хочу дать перед завершением этого видео, это то, что красивая укладка на 85% зависит от техники того, как вы эту укладку делаете, и только на 15% от того, какой продукт вы используете. В описании к этому видео я оставлю ссылки на кудрявые туториалы. На сегодня у меня все. Живите долго, оставляйте комментарии. Пока!